Патриарх Кирилл на протяжении многих лет повторяет одну и ту же мысль. Сегодня во главе нашего государства искренний православный человек Владимир Владимирович, добрый пример доброго христианина. Поэтому мы должны быть благодарны Богу. И откровенно скажу, за ту власть, во главе которой православные люди. Нет, сейчас мы говорим не об этом. Имеются в виду его постоянные проповеди о том, что Россия – последний оплот христианства на земле. Нужно защищать Отечество, потому что оно сегодня есть оплот православия в мире. Особая ценность России – призвание быть оплотом православного христианства. А сам патриарх, как предводитель русского православия, первый и самый главный защитник веры от нападок зла, которое, конечно, на Западе. Вы знаете, что, к сожалению, в некоторых странах на Западе впервые, может быть, за все время стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека. И раз уж патриарх главный защитник, он должен безукоризненно отвечать требованиям к православному иерарху. На собственном примере показывать, как надо защищать православие. Для этого, кажется, он должен жить по строгим церковным канонам. Например, не жить с женщиной, если это не сестра или мать. Великий собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено иметь сожительствующую в доме жену. Разве матерь или сестру или тетку, или те только молиться, которые чужды всякого подозрения? Это третий канон Первого Никейского собора 325 года. На нем ровно 1700 лет назад приняли первый свод правил для церковных иерархов. Глава Русской Православной Церкви просто обязан соблюдать этот нехитрый запрет, иначе его должны предать анафеме, проще говоря, отлучить от церкви. Но патриарх Русской Православной Церкви – должность скорее политическая, чем религиозный сан. Наверное, этим руководствуется патриарх Кирилл уже 50 лет, нарушая этот православный канон. На протяжении всех этих десятилетий он живет с женщиной, и прямо сейчас мы о ней расскажем. Эти детали биографии патриарха Кирилла мы узнали, работая над проектом «Отцы и деды». По ссылкам в описании вы найдете полный текст о женщине-патриарха, полное исследование «Отцы и деды», где в краткой форме рассказана не только биография главы РПЦ, но и тысяч российских чиновников и их родственников. Это самое большое исследование кумовства в России. В нем вы сами можете найти много нового о людях, которые в прямом смысле завладели страной и передают ее по наследству. Кроме того, чтобы не пропустить самые громкие расследования о российской власти, подпишитесь на проект и агентство, чтобы узнавать главные и эксклюзивные новости. Все ссылки тоже в описании. Вообще, патриарх Кирилл, вероятно, нарушил не только это правило, запрещающее священнослужителю жить с женщиной. Уже давно не секрет его склонность к стяжательству, а желающие обогащаться впадают в искушение, ибо сребролюбие – корень всех зол, сказано в Библии. Но патриарху РПЦ закон Божий не писан. Часы патриарха – давний мем о его богатстве. В 2012 году в интернете детально рассмотрели фотографию с одной из протокольных съемок с участием Кирилла в миру Владимира Гундяева, и в отражении стола виднелись часы Бреге стоимостью $30 тысяч. На запястье этих часов не было. Их заретушировали сотрудники пресс-службы патриарха. Сотрудницу, которая не закончила работу, пообещали тогда строго наказать. А защитники главы РПЦ старательно продвигали нарратив, что это чей-то подарок. Сам патриарх не знает, сколько стоят часы. Да и вообще, не может же глава РПЦ в обносках ходить. Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы, это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы? Но патриарх дорогие вещи любил с молодости, когда ему даже в такой изощренной логике не полагались дорогие подарки. О, ботинки,
В начале 70-х Кирилл служил в Швейцарии, в Женеве. В сане архимандрита он представлял РПЦ при Всемирном совете церквей. В те годы даже простая поездка за границу в редких случаях обходилась без одобрения КГБ, чего уж говорить о длительной командировке священника из страны, где научный атеизм преподавали в вузах. Еще в 90-х появились сведения, собранные священником-диссидентом Глебом Якуниным и правозащитником Львом Пономаревым, которые указывали на сотрудничество Кирилла с советской спецслужбой. Гундяев, вероятно, работал в Женеве на КГБ и во внутренних сводках чекистов фигурировал под кодовой кличкой Михайлов. Эти предположения в 2023 году со ссылкой на данные швейцарских спецслужб подтвердили тамошние журналисты. В то же время в Швейцарии будущий патриарх, кажется, ни в чем себе не отказывал. Катался на горных лыжах, проводил время с сотрудниками советского представительства и разъезжал на иностранных автомобилях. Я был совершенно взрослым человеком и самодостаточным. Вот с тех пор, конечно, у меня особый интерес и к автомобилям, и к мотоциклам, он не проходит. Я как-то стараюсь следить за тем, что происходит в сфере, в технической сфере. Это увлечение чуть не погубило молодого Гундяева. Во время командировки в Женеву он попал в аварию. Эту историю тоже обнаружили журналисты швейцарских изданий. Ее в своей книге первым изложил Вадим Мельников, консул СССР в Швейцарии и друг тогдашнего архимандрита Кирилла. Вместе они прекрасно проводили время в заграничной командировке. Мы часто ездили в лес за грибами, на рыбалку, много общались. Естественно, без выпивки не обходилось. Причем я предпочитал водочку, а высокое духовенство было более привычно к коньяку. А когор не потребляли? Когор? Нет, никогда. Вот шампанское пили. В один из дней в Женеве архимандрит не справился с управлением своего БМВ и врезался в столб на серпантине. В общем, любовь к красивой жизни и дорогим вещам патриарх пронес в себе через всю жизнь. По возвращении в Россию он станет самым молодым ректором Ленинградской духовной академии, возглавит отдел внешних церковных сношений, и отдел под руководством Гундяева начнет торговать беспошлинными алкоголем и сигаретами. И даже нефтью. В 90-е годы внешняя торговля нефтью проводилась по квотам, которые распределяло государство. Свои квоты получала и церковь, на содержание храмов, разумеется. Аффилированные с церковью компании даже торговали нефтью из Ирака, когда против режима Саддама Хусейна ввели санкции. Этим в 90-е занимались люди сомнительной репутации, например, бухгалтер дагестанской мафии Сулейман Керимов. Посмотрите об этом видео по ссылке в описании. За все это журналист и автор огромного числа статей о Кирилле Сергей Бычков дал будущему патриарху прозвище «Табачный». Оно прилипло к Гундяеву на несколько лет в 90-е годы, но вскоре забылось. Я не мог одобрить то, на что по совести был не согласен. И все это время бок о бок с патриархом была женщина, едва ли не весь его путь по церковной карьерной лестнице. Точно неизвестно, когда Кирилл с ней познакомился, но впервые ее имя широко стало известно во время так называемого «пыльного дела» — скандала, связанного с дорогой патриаршей недвижимостью. Дом на набережной или Дом правительства – элитный жилой комплекс, который начали строить спустя несколько лет после революции 1917 года. Его более-менее достроили к началу 30-х годов, и первые семьи стали переезжать сюда в 1931-м. В том же году напротив дома на набережной взорвали храм Христа Спасителя. Меньше чем через 100 лет, в 2012-м, бывший министр здравоохранения уже новой России Юрий Шевченко затеял в своей квартире в доме на набережной ремонт. Причем не просто стены покрасить. Из-за переделки у соседей сверху начала скапливаться строительная пыль, и у Шевченко начались проблемы. Дело в том, что собственник квартиры сверху – патриарх Кирилл. Имя владельца квартиры российские власти сейчас уже скрыли, но в утечках баз данных эта информация осталась. Доподлинно неизвестно, как патриарх получил эту квартиру. Есть предположение, что ему недвижимость передал владелец компании, которая получала квоты от РПЦ на продажу нефти за границу. В любом случае, патриарх уже много лет собственник элитного жилья в центре Москвы, но иск к Шевченко из-за строительной пыли подавал не он, а некая Лидия Леонова.
Эта женщина оказалась прописана в квартире патриарха Кирилла. Кто такая Лидия Леонова и как она оказалась прописана в квартире патриарха? Возникший скандал принялись тушить. Как так получилось, что с главой РПЦ, которому запрещено жить с женщиной, женщина все-таки живет? К пиар-спасению Гундяева почти сразу подключился Владимир Соловьев, уже и на тот момент один из самых известных телепропагандистов России. Я в какой-то момент времени, просто читая всю информацию, которая поступает, стал осознавать, что кроме вопросов, которые задает общество, вопросов многие справедливые, очень жесткие, на эти вопросы нет ответов. Русская православная церковь – это алкогольно-табачный вот этот ярлык, да, вот, который висит на церкви. Второе – это, а почему у патриарха часы за 30 тысяч долларов? Третье – а что это там с квартирой? В том эфире на радио Вести он вспомнил и о часах, и о водке с табаком, но в целом все 40 минут восхищался скромностью патриарха и его манерой говорить. В общем, лепил из Кирилла идеального пастыря. Правда, Соловьев пересказал содержание своего разговора с Гундяевым, а не опубликовал интервью с ним. Среди прочего, он рассказал и версию патриарха о том, как он, еще будучи митрополитом и главой отдела внешних церковных связей, получил недвижимость с видом на тогда еще не восстановленный храм Христа Спасителя. Я говорю, а вы богатый человек? Он говорит, давайте я вам расскажу о своей квартире. Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, до приватизационных схем квартирных, Владимир Ильич Ресин просил меня: «Владык, а вы где живете?» Притом, надо отметить, что святейшество очень точно передает даже интонацию голосов, что для меня было так несколько неожиданно. Когда беседуешь со святейшеством, то удивляешься, насколько, знаешь, у него глаз горит, насколько он живой, насколько он глубокий. Ну, давайте мы вам квартиру выдадим. Я говорю, ну, я для этого ничего делать не буду, как считаете нужным, так и поступайте. Выделяется квартира в доме на набережной. Приезжает Владимир Ильич Ресин, говорит, владык, ну, вот такая квартира, но вы там жить не будете. Почему? Ну, потому что это на самом деле даже не квартира, а пристройка на крыше сверху. Но кто же та загадочная женщина, которая в итоге отсудила у Юрия Шевченко 20 миллионов рублей за строительную пыль? Туда же отправились и две троюродные сестры владыки, одной из которых сейчас 65 лет, а другой 55. Они все воспитывались вместе, такая большая, хорошая патриархальная семья, поэтому даже троюродные и двоюродные, они все были как часть семьи. А сестры патриарха положили свою жизнь на служение и на помощь святейшему, то есть они ему помогают в его служении. И там они ночуют, и там они живут, и там какой-то их скарб. Как лихо Соловьев уложил загадочные и подозрительные связи патриарха в церковный канон. Мало того, что троюродные сестры, так еще и вместе росли, то есть искушение исключено. При этом Соловьев не произносит имен этих сестер, но из рассказа ясно, что 65 лет как раз Лидии Леоновой. Кого имеет в виду Соловьев, говоря о второй сестре, помоложе, мы расскажем чуть позже. Этот снимок опубликовал журнал «Огонек» в статье религиоведа Александра Солдатова. Он одним из первых публично назвал имя Леонова в прессе и предположил, что ее связь с патриархом может быть далеко не только духовной. Ни в одну из его официальных биографий никогда не попадет история знакомства с Лидией Михайловной Леоновой, юной симпатичной дочерью повара Ленинградского обкома КПСС. Вот уже 30 лет их связывают самые теплые отношения, которые, между прочим, дали повод некоторым западным журналистам, плохо разбирающимся в православных канонах, назвать владыку Кирилла примерным семьянином. Леонова и патриарх вместе как минимум со смоленского этапа его жизни. В 1984-м он стал епископом Смоленским и Вяземским, и Леонова поехала за ним. Вообще Леонова фамилия мужа Лидии, Михаила. Они поженились в 1971-м, когда Гундяев пил коньяк и катался на лыжах в Женеве. Но, видимо, их брак не продлился долго. Михаил в доме на набережной не жил, а сама Леонова как минимум с 1984-го постоянно рядом с Гундяевым.
При этом они не развелись. Это позволяет спутнице патриарха сохранять фамилию и быть формально замужем за другим человеком. О связи Леоновой и Гундяева со ссылкой на источники среди священнослужителей пишет в своей книге и церковная журналистка Ксения Лученко. Лидия Михайловна очень погружена в его дела. Она знает, как чем в доме распоряжаться. Она включена в его отношения с разными людьми. Она следит, кому надо помочь, кому подарок отправить. Несколько наивно полагать, что это троюродная сестра. Сегодня, благодаря работе над проектом «Отцы и деды» и возможностям, которые есть у журналистов-расследователей, мы можем детальнее установить, что связывает патриарха и Леонову. Неужели это просто брат и сестра? Или этих людей связывают более интимные отношения? Вот я знаю одну благочестивую женщину, хорошо образованную, которая иногда вступает в силу своей глубокой религиозности в диспуты с малорелигиозными людьми. Ну и, конечно, пытается воспользоваться и своими знаниями, убеждать людей. А когда не хватает убеждений, удивительные слова произносит: «Отстаньте от нас, мы под покровом Пресвятой Богородицы». Кроме патриарха и Леоновой, в квартире в доме на набережной никто больше никогда не жил все то время, что патриарх ей владеет. Ни в одной утечке баз данных российских властей нет никого, кроме этих двоих. Так что о второй сестре Соловьев врал. Ну или ему наврал патриарх. Леонова едва ли не главный спутник патриарха в перелетах за границу. Из патриаршей свиты только личный врач сопровождал Кирилла в зарубежных поездках чаще, чем Леонова. Это понятно, патриарх не молод, но почему Леонова сопровождает патриарха чаще даже, чем некогда приближенный клирик Илларион Алфеев, непонятно. Например, вместе они летали в 2019 году в Азербайджан на самолете бизнесменов Года Нисанова и Германа Захарьяева. Леонова и Гундяев прилетели в Баку отпраздновать вместе с олигархами десятилетие со дня интронизации Кирилла. Поездка носила приватный характер. Сайт Патриархии не публиковал новостей о деятельности владыки 13 дней, и 9 из них Кирилл провел в Баку, где отмечал годовщину вместе с олигархами Нисановым и Захарьяевым. От всей души приветствую вас в Азербайджане. Я очень рад вас снова видеть. Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь поздравить вас с десятилетием патриаршей интронизации. Но главный факт заключается в том, что все 9 дней Кирилл провел с Леоновой, то есть они отдыхают вместе. Вдобавок, женщина не только прописана в патриаршей квартире. В нулевых в статье «Огонька» Александр Солдатов отмечал, что на ее домашний адрес оформлены связанные с патриархом предприятия. Сейчас, к примеру, на Леонову оформлена семейная фирма «Владолит», вероятно, от имени Владимир и Лидия. Кроме того, на Леонову оформлены 2 участка в поселке Сивково в Подмосковье напротив парка «Патриот» и храма Вооруженных сил. И квартира в этом московском доме напротив храма священномученика Власия в старой конюшенной Слободе стоимостью 60 миллионов рублей. Его патриарх осветил этим летом. Более того, на Леонову оформлены все машины Гундяева, которые владыка так любит. При этом все западные, и среди них есть любимые патриархом BMW. BMW X3, BMW X5. Ранее был еще и внедорожник Lexus. Одним словом, Леонова никакая не сестра. Мало того, что она живет с патриархом в его квартирах и домах, летает с ним по миру, так еще и занимается хозяйством, владеет связанной с патриархом недвижимостью. Вообще это называется гражданская жена на языке мирян. На церковном языке для высших иерархов нет подходящего слова, которое могло бы охарактеризовать отношения патриарха с Леоновой. Но может они и правда брат и сестра, дальние родственники? Нет, это не так. Ни в одной официальной биографии патриарха нет данных о том, что Леонова может быть связана с Гундяевым родственными узами. Нет их и в утечках государственных баз данных. Девичья фамилия Леоновой – Холодова. Родственников с такой фамилией у Гундяевых не было. Я еще помню те времена, когда существовали эти большие семьи, двоюрные, троюрные, братья, сестры.
Более того, родная сестра патриарха далеко не так вовлечена в жизнь брата, как Леонова. Елена Гундяева не владеет дорогой московской недвижимостью, никогда не жила в доме на набережной и не летает с патриархом за границу. До интронизации брата она строила довольно скромную карьеру в структурах отдела внешних церковных связей. После того, как Кирилл стал патриархом, Елена Гундяева стала деканом факультета церковных искусств и проректором по культуре в Ленинградской духовной академии. Вся семья служила церкви, каждый по своим возможностям. Там, впрочем, сестру патриарха не взлюбили. Малообразованная Гундяева придерживалась авторитарных методов обучения. По крайней мере, на это жаловались в интернете. Кроме этого, о ней пошла дурная слава. Мол, сестра патриарха нагуляла себе внебрачного ребенка. Это и правда так. В 36 лет у Елены появилась дочь Раиса, хотя в официальном браке она никогда не состояла. Безусловно, это ее личное дело, но жизнь и карьера Гундяевой неразрывно связаны с ее братом, патриархом Русской Православной Церкви, который десятилетиями рассказывал россиянам о семейных ценностях и о том, что Россия – их последний оплот. В первую очередь мы должны защищать семью. И всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия. В свидетельстве о рождении Раисы Гундяевой, племянницы патриарха, указано, что ее отец Гундяев Геннадий Михайлович. Это вымышленное имя, такого человека не существует и не существовало. А если бы он и жил в реальности, то, кажется, приходился бы Елене кровным родственником. Стоит ли говорить, как церковь относится к инцесту? Есть устойчивый слух, что настоящим отцом Раисы был епископ Маркел, викарий Санкт-Петербургской епархии. В миру его звали Герман Геннадьевич Ветров. Он скончался в 2019 году. И да, по канону ему тоже нельзя иметь семью и детей, тем более внебрачных. А что же с еще одной сестрой, которая, по словам Соловьева, вместе с Леоновой жила в доме на набережной? Тут речь, вероятно, идет о Елене Холодовой, сестре Лидии Леоновой. Она, судя по утечкам баз данных, никогда в пыльной квартире не жила. Зато она была акционером связанного с РПЦ банка «Пересвет» и зампредседателя совета директоров. Но она никогда не летала с Гундяевым за границу так же, как это делала Леонова. Проще говоря, Лидия Леонова не просто сожительница главы РПЦ, она точно не его сестра. Их отношения даже без интимной связи строго запрещены церковным каноном. Годами власти лгут о жизни патриарха, о его увлечениях и ценностях. Это богатый человек, который любит роскошь и живет так, как захочет, а не так, как предписано человеку его сана. «Даруй благодатную силу Твою и укрепи президента страны нашей российские, Владимира Владимировича, и в предстоящей встрече участвующих, представи людям сим ангела-хранителя, сохраняющего их от всякого злага обстояния, видимых и невидимых врагов, укрепи и вразуми их во всех предстоящих трудах и начинаниях». Учитывая то, насколько сильно срослись в России церковь и власть, патриарх РПЦ сейчас точно такой же чиновник, как и тысячи изученных проектом в исследовании отцы и деды. Церковь под руководством Владимира Гундяева – лицемерный институт, который обслуживает режим Владимира Путина и обеспечивает своих руководителей богатством и властью. Проект. Узнаете впервые.